Всем привет! Сегодня я расскажу про один из самых необычных танков Второй мировой — КВ-2. Его называли «Сталинский кулак», «Сталинский гигант», а немцы прозвали «бронированным монстром». И да, все эти названия звучат так, будто речь идет не о танке, а о каком-то супергерое. Но нет, это реально был шкаф на гусеницах. Точнее, гигантская машина с пушкой, от которой бетон трескался сам. Так откуда он взялся? Все началось зимой конца 39-х, начала 40-х годов, во время войны с Финляндией. Наши войска уперлись в линию Маннергейма. Доты там такие крепкие, что обычная пушка могла хоть день стрелять, толку ноль. И тогда решили, раз не берет маленькая пушка, значит ставим большую. В январе 1940 года инженеры в Ленинграде взяли КВ-1, прилепили к нему башню огромных размеров и сунули туда гаубицу 152 мм. В феврале машину официально приняли на вооружение и назвали КВ-2. Характеристики, но по-человечески. Весил он 52 тонны. Представь, 3 КАМАЗа в одном. Экипаж 6 человек. Башня такая большая, что там все помещались без толкотни. Двигатель 600 лошадей. Звучит солидно, но чтобы разогнать эту махину, приходилось уговаривать. Скорость до 35 км в час по шоссе. На деле медленно, особенно по грязи. Броня до 75 мм спереди. Для 1940 года это было серьезно. Вооружение: 152 миллиметровое орудие гаубица М10Т. Снаряд весил 40 кг. Заряжающий после службы на КВ-2 могли без проблем таскать шкафы. Прозвище КВ-2. Наши называли его «Сталинский кулак» или «Сталинский гигант». И действительно, в бою он был словно удар с размаху. А немцы, впервые встретив его в 1941-м, дали свое прозвище — «Бронированный монстр». Для них КВ-2 выглядел как кошмар. Огромная, почти непобедимая коробка, из которой прилетают снаряды величиной с бревно. Плюсы и минусы КВ-2. Начнем с плюсов. Ломал доты и укрепления так, что строителям потом и ремонтировать было нечего. Первые немецкие пушки не могли с ним справиться, снаряды просто рикошетили. Теперь перейдем к минусам. Башня такая высокая, что заметить его можно было еще издалека. Трансмиссия ломалась с завидной регулярностью. Иногда казалось, что танк воюет не с врагом, а со своей коробкой передач. Если он застревал, то вытянуть его почти нереально. Летом 1941 года КВ-2 сражались под Псковом и у Луги. Их гаубицы громили укрепления и бронетехнику. А немцы жаловались, что обычные противотанковые орудия против них были бесполезны. Чтобы уничтожить КВ-2, приходилось вызывать тяжелую артиллерию или даже авиацию, и это приносило ему репутацию бронированного монстра. Чем закончилось производство КВ-2? КВ-2 был хорош против укреплений, но плохо подходил для войны, где нужно быстро двигаться. Башня тяжелая, скорость маленькая, надежность слабое место. Поэтому уже в июле 1941 года производство свернули. Зато сама идея «поставим пушку побольше» потом воплотилась в Су-152 и Су-152. Подведем итоги. КВ-2 — танк, который был одновременно страшным и смешным. Для врага страшным, для экипажа иногда смешным. Особенно, когда башня скрипела и не хотела крутиться. Но он сделал свое дело и навсегда остался в истории как сталинский гигант. Спасибо за внимание. Надеюсь, рассказ был интересным. До встречи. И кстати, друзья, если вам понравился этот ролик, вы можете поддержать канал. Это совершенно не обязательно, но будет очень приятно и поможет делать новые интересные видео. Спасибо за просмотр.